Platinum Bridge. Доброго времени суток. Итак, начнем заключительное видео по теме уровня 80 с плюсом. А именно о самом переходе с уровня 80 на уровень 81. И этой страшной кнопки. После ее нажатия нам дают краткое объяснение, что нас ждет, что нам откроется и какие будут изменения. Потом нас просят основательно подумать перед решением, ведь после перехода обратно уже вернуться будет невозможно. Здесь можем наблюдать различные миссии, которые нам предстоит выполнить. Выполнить задание в открытом мире, пройти рейд, испытание в Мемориал Арена, победить в бездне, очистить уровень ивента, набрать количество очков Super String Dimension, и там же пройти область определенное количество раз. В итоге квестов получается немало. Так, получим награды за новый уровень. И посмотрим награды за следующие уровни. 81 взяли, так 82, 83, 84 и так далее. Смотрим. Здесь все как прежде, осталось без изменений. Здесь тоже. Хотя, забегая немного вперед, после того, как вы согласитесь на переход, то вам не обязательно специально проходить этот квест. Вам все будет открыто, как только начнется новый раунд. Так, а это выполним потом. Начну с этого выполнять. Итак, соберем команду. Я не буду специально подбирать кого-то, чтобы получить лучший результат. Просто команда, чтобы по-быстрому пройти все этапы. Хотя немного противоречиво. Не на лучший результат, а по-быстрому пройти. Иногда это может не получиться. Ну да ладно. И так как аккаунт был мною заброшен, то не помешает Валькирии немного подтянуть, чтобы не получилось все совсем печально. Ладно, как есть, так и начинаем. А то все это затянется еще на очень долго. Первый есть. Дальше... А не, стоп. Проверим. Да, дальше продолжение есть. Так что сделаем так. Следующие этапы поставлю только итоги. Кому будет интересно, ставьте паузу и смотрите.
Все, это выполнено. Остальное начнем с новой недели, так как это этаж бездны и обновленная бездна будет считаться за одно и то же. Все будет что по 2 раза не проходить. Второй день. И нам демонстрирует, что изменилось и как посчитался наш ранг в бездне после нашего перехода. Также нам показывает ранг, с которым мы начнем. Наш текущий ранг. Все довольно-таки ясно. Так как я почти не играл, то и ранг довольно-таки маленький. И вот Айчан сейчас будет нам рассказывать о том, какие правила, список лидеров, какие будут награды, ну, где можно посмотреть, какие трофеи нам полагаются, какие правила. Наш текущий ранг, где мы начинаем, какая за него награда, ну и следующий ранг, что на него нужно, сколько очков нужно заработать. Так, кликаем на старт, и тут объясняется, что всего здесь 4 фазы, которые будут по очереди проходиться. Есть финальная фаза с главным боссом. То, что текущая бездна требует от нас, и естественно же туториал, от которого мы отказываемся. Зачем он нам нужен? Теперь снабдим наш отряд всем необходимым после его сбора. Кажется, команда должна быть небольшая. Желательно, чтобы у всех был дальний бой. Но тут-то есть проблема. Дальнобойных нормальных тут нету. Почти. Пролистав чуть-чуть экран и список персонажей, остановились на тем, что нам могут помочь. Ну, это не сильно может помочь. Это, ну, допустим. Так, старт. И посмотрим, что из всего этого вышло. Ну, а вышло у нас немного ускоренный перемотки бой. Как видите, на данной сложности бой не слишком сложный. Извините за тавтологию. И справиться вполне себе легко получается. И довольно короткий бой. И еще немного. А теперь смотрим, что дальше. А дальше, в принципе, просто итоги, так как особо ничего не менялось и ничего интересного в этом не будет. Так что просто подведем итоги по всем уровням и что мы получаем из этого. Конечная битва и еще одна. 21 000. Переходим на следующий ранг. Ну и соберем призы. Так, да, еще тут остается в открытом мире пройти. Так, у нас нужно столько-то очков набрать еще до завершения первого этапа. И мы прошли 5 локаций. То есть 4 локации из 5 прошли. Ну что ж. Это только второй день. А все это будет очень нелегко. Ну что ж, теперь начнем по-быстренькому выполнять это задание. Открываем карту. Выбираем задания, которые нам нужны. Желательно с хорошими наградами. Да, это пригодится. Так, запас стамины есть. И можно сразу, в принципе, выполнять карточками.
Так, ага. Кристаллики пойдет. Так, давайте проверим, что у нас тут получится в итоге. А в итоге что-то тут пошло не так. Почему? Так, сейчас карточки заберем. А почему? Так, где оно? Ага. Так, одно задание на приключение. Ага. Шискал HQ. Интересно. А это совсем другая карта. Ну да. А я по привычке выбрал ту, в которую играю в последнее время. А что это для нас значит? Если кто-то также ошибется, это значит, что нужно ждать неделю. Как говорил кролик, неделю, не меньше. Ну, а на этом придется закругляться. Итак, третий день. Ну а что у нас по изменениям? Ну, естественно, Memorial Arena. Это единственное изменение, которое сейчас можно озвучить. Да и в принципе, из таких важных моментов по всему квесту это последнее. Большая часть пройдет под лозунгом «В Багдаде все спокойно». Но хотя будет одно интересное событие, но это будет гораздо позже, а по остальному времени обычная рутина. Так что особо говорить тут будет не о чем. «21 день, и вот самая крупная неприятность за весь квест. А именно, нужны валькирии, способные к кровотечения, а на данном аккаунте их нету почти. Они как бы есть, но слишком как-то неудобно ими пользоваться в бою. Если здесь было Грисео, как было указано, то было бы все замечательно. А так, после нескольких попыток и разных комбинаций, более-менее рекомендованных с кровотечением, которые нам предлагают, получаем разгром. А такой счет нас вообще не устраивает. Ну что ж, придется думать что-то не по правилам. То, что считается неправильной игрой. Так, если указано кровотечение, значит, то же самое нужно собирать, но если нет, то тогда будем собирать тех валькирий, которые у нас самые сильные находятся в наличии. А что у нас есть из сильных валькирий? Так. Там-парам. Угу. Так, это у нас по кровотечению. А если собирать по-нормальному, что у нас будет? Урон больше. Хорошо, ее. Так, это там у нас Рита была. Тоже есть основных ДД. И оставим Терезу. Как-никак, тоже неплохой саппорт в определенной роли. Ну что ж, начнем, поехали.
任務完了。お待たせいたしました。Итак, и на этом можно было и закончить данный день, но у нас есть интересная битва. А именно, небольшой отряд против ос. И тут немного о логике. Почему я собирал именно этих валькирий, даже если другие могли найти с тем же уроном, допустим, или может даже в чем-то лучше. Ну, начнем довольно-таки старые. Это Дюрандаль. И Валькирия Глория. Почему ее? Во-первых, если посмотреть на счетчик копий, то это своеобразный баг, который за каждый стак увеличивает ее защиту на 5%. То есть в итоге 50% защиты. То есть игнорирование урона. То немало таки. Плюс та же ульта. Во время удара ульты она также игнорирует весь урон, который на нее идет. Хотя там написано увеличивает игнорирование урона. Ну, по факту так получается. Хоть и немного, но есть. Ну и также это копье. Таким образом он может спокойно отменить скиллы врагов. Что может спасти всю команду. Это... Не сказать, что она ДД, потому что ДД из нее может показаться довольно-таки неважным. Но больше похоже на танка. То есть ее задача в основном защитить ДД и выиграть время, чтобы можно было хилить. То есть у эльфа перезарядилась ульта, мы вызываем ДД и хиляем. Ну, все может быть иногда не так уж и просто, и тут нам помогает Тереза. Каждый раз, когда собирается 10 стаков тех пентаграмм, то после вызова Терезы QTE он всего лишь увеличивает на 15% крит команды. Ну, по тем, кто заденет кого-то. Это пентаграмма. Но бывают такие условия, когда вот ДД вылетел, можно сказать, осталось мало жизни, и вызывать его может быть опасно. И в таком случае у Терезы есть ульта. Она не только поднимает урон и крит, как там написано, но есть еще один свойство, а именно полное игнорирование урона командой. То есть вызываем ульту, вызываем ДД и хиляем его. Может быть, враг будет оглушен, может он может напасть. Может быть много разных фактов, но это небольшая безопасность, которая может исключить Тереза. Пусть как саппорт она может быть и не всегда полезна, но в некоторых битвах она также выручает. Да, это довольно-таки старые валькирии, но тем не менее сказать, что они совсем плохие нельзя, сказать, что они такие хорошие, что ими нужно всем пользоваться, но тоже под вопросом, потому что вполне можно найти кого-то и получше. Я думаю, многие скажут, что есть все гораздо лучше. Но тут у нас не в том вопрос, что они там есть, где и когда их можно достать, а в том, что сложилась данная ситуация, и у нас не получится рассчитывать на что будет дальше, в будущем. Нам нужно что-то делать здесь и сейчас, и тут они очень неплохо помогают. Ну, дальнейший бой будет, в принципе, монотонным и потихоньку идти к победе. Пусть и не сильно хороший, но все же. Данный результат будет куда лучше, чем если бы я остался на тех 4600 изначально после поражения, которые вынесли... Сколько? 4 команды я собрал тогда. Ну, что довольно-таки хороший результат. Ну что ж, а после этого боя перейдем уже к следующему дню. Теперь после небольших ритуалов.
真剣に戦うことはメイドの仕事です。なんか最近Итак, это 27-й день. Я решил сразу загрузиться на новую версию, пропуская все эти дни. И наконец-то добраться до того самого дня, в котором я завершу этот квест. Довольно-таки затянувшийся квест. Да, здесь тоже не будет особо много чего, ну, кроме некоторых моментов в конце видео. А так что здесь можете увидеть? Ну, первое, это все-таки завершение квеста и что будет за его завершение. Второй пункт, это, который даже могу сказать сейчас, смогу ли я попасть в третью агонию или нет. Сразу скажу нет. Все равно не хватает по очкам. То есть, судите сами, что почти за месяц перехода до третьей агонии так не добрался. А если кто-то зарабатывает сейчас по 420 кристаллов за раунд, то то же самое можно получить только на третьей агонии. Так что такие вот дела. Ну что ж, смотрите, и чуть ближе к концу видео уже будут заключительные слова и пару слов о некоторых валькириях, которые тоже иногда упоминались.戦場のお掃除を終えました。次のご指示をどうぞ。Два, три. И вот завершение квеста. Нужное количество очков набрано. И что же? И все. А где поздравления? Вон, целая куча квестов было выполнено, целая куча заданий. Как-то грустно. Честно говоря, ожидаю, что после завершения такого длинного списка выйдет хотя бы Тереза или кто-нибудь из Валькирии поздравит с таким достижением. А тут просто штамп комплит, и на этом все. Да, ожидаешь большего, но, к сожалению, имеем, что имеем. Ну ладно, теперь еще немного, и в конце видео последние слова по данной теме.
なんか最近のИтак, вот мы и добрались до заключительной части видео. Итак, первое, о чем хотел поговорить, это о валькириях. Для тех, которые можно получить за данные значки, запятые или лопасти, или как кто их называет. Но основная речь это о трех валькириях. Это Сушанг, Элизия и Фален Розмари. Все три валькирии довольно-таки тяжело будет собрать, точнее медленно, если, конечно, вы можете, и у вас есть какие-то начальные сбережения, то есть вы как-то выиграли Сушанг или какую-то валькирию, то можно потихоньку ее собирать. И чтобы не соврать, Фален Розмари я поднял до ранга 3S минимум полгода. Точно сказать не могу, но это то, насколько у меня ушло как времени, так и по возможности выделял на нее ресурсы.
Элизию примерно столько же, даже меньше, возможно, потому что там было легче по баннерам ее забрать. は Душанг あ、 мне なん не か最 попалось. 近のお前は忙しい Было ね。 не до нее тогда брать, поэтому пока только в планах. И поэтому сказать на то, насколько она плохая или хорошая, не могу. Ну, как говорят люди, что хороший ДПС, или как саппорт по льду. Элизия, физ, если нет физа такого, то она может быть как физ, и то если, скорее всего, даже до будущего обновления, потому что там будет другая Валькирия, которая будет очень неплохой ДПС, и то это покажет только время. Потому что Элизию довольно-таки сложно собирать. Тоже и она будет нормальной после сбора как с Тигом, так и хотя бы поднятие до 2С. Fallen Rosemary, ну, мне она нравится, именно по стилю игры. И себя она, в принципе, оправдывает. То, что рекомендую ее собирать, просто смотрите по вашим возможностям по обстановке, и нравится вам Валькирия или нет. Если вообще ничего нет, и так уж сложилось, что они у вас есть, и вы можете собирать их дальше, то почему бы и нет? На той же третьей иронии они спокойно держатся, и можно даже подняться выше, ну и недолго, правда. По поводу перехода 80 на 81. みんなと手合わせできるね。 Как я говорил раньше, смотрите, за почти месяц мне так и не удалось подняться до третьей агонии, но это при том, что я вообще не играл. То есть у меня был самый низкий ранг из возможных. Судя по тому, как там указывалось в подсчетах, 激流 то будут учитываться предыдущие ваши игры. Это значит, что если у вас достаточно силы и 変身の道を感じるが разнообразия по командам Валькирий, を培う вполне возможно, что у вас будет ранг, допустим, первая или вторая огонь, может даже третья. И вы ничего не потеряете. Но сможете ли вы там задержаться, тут вопрос другой. Потому что первую агонию прошел легко, а вот по второй пока застрял. Потому что если не везет по команде по требованиям, много вы уже не получите. Ну а потери по кристаллам 本気をだと посчитайте. 心をさやなし Ну вот, думаю, на этом все. Ну что ж, 番犬奇襲 хочу всем пожелать удачи, чтобы играть всегда было хорошо и весело, игра не превращалась в работу. До встречи! や大化の運を覚えるが楽勝 や出発するよ この憲法はめったに見せないんだから